Друзья, очередное приятное предложение. До 1 июля за полцены можно приобрести 5 базовых уроков в моей онлайн-школе. Первый урок – целостное видение в пейзаже. Это 2-часовой урок. Он научит вас компоновать объекты в холсте. Вы узнаете, что такое вход в картине, что такое золотое сечение и как его использовать, что такое центр композиции, когда нужно остановиться, как передавать состояние в природе. 13-й урок – композиция в пейзаже. 1:40. В этом уроке пойдет речь о том, как выстроить кадр картины, как научиться управлять вниманием зрителя, как довести выразительность до предела. Вы увидите, что каждый, даже самый маленький мазок, есть неотъемлемая часть композиции. Что такое контрастность, движение, ритм, стилизация? Вопросов очень много. 13-й урок. 28-й урок – перспектива в пейзаже. Я предлагаю этот урок не просто посмотреть, а поработать с карандашом и бумагой вместе со мной. И эта совместная работа даст вам знания о перспективе. Вы приобретете навык. 52-й урок – композиция в натюрморте. Урок теоретический. Как скомпоновать, как выбрать удачный ракурс, как расположить предметы и на каком расстоянии друг от друга. Нужны ли ткани, какой задний план, на что обращать внимание при живописи натюрморта. Фундаментальный урок с детальным анализом большого количества примеров моих работ. 53-й урок – тон в живописи пейзажа. Как научиться видеть тон в пейзаже? Как сравнивать части мотива и делить его на части? Всегда ли важен тон и в каких случаях его можно изменить? Урок теоретический с многочисленными примерами. Это некая база, фундамент художника, на котором вы построите здание своей красоты, своей конфигурации, своего стиля. Очень рекомендую эти уроки. Их можно приобрести все вместе, либо по отдельности. Акция продлится до 1 июля. Игорь Творогов. Вячеслав, вопрос очень простой. Существует ли стиль, жанр или письмо, которое вы не просто игнорируете, а даже более? Оно вас раздражает. Например, как меня, кубизм и абстракция. Не, меня кубизм и абстракция не раздражает. Хотя мне приятно смотреть наивную импрессию и даже символизм. Хотелось бы услышать таким стилем письма, каким вы отдаете свои предложения. Свои предложения я отдаю тем стилем, которым сам пишу. Раз пишу, значит, естественно, это мое. И вот он как-то выработался на основе моих любовей к Коровину, Репину, Серову, Фешину, Врубелю, Малявину, Архипову. Вот какой-то такой замес этих друзей, они на меня сильно повлияли. Но самое интересное, что эти влияния, они продолжаются. Вот в набросках, если вы заметите, кстати, кто-то написал, это на наброске, вот кто-то отреагировал, что моя девочка лучше рисует дочь. Я ищу вот этот дзен, когда пятна работают сами собой, когда вот некая абстракция есть в этом, когда помещение, стул, на котором девушка сидит, ее пластика, конечно, четкий рисунок должен быть, но плюс совмещение вот этого несовместимого абстракции, гармонического сочетания каких-то заплывов, наплывов. Я акварелью пишу в последнее время. Раньше писал, очень любил и люблю, естественно, темперу. Но вот сейчас у меня акварельный период. Они у меня все время меняются. Может, потом карандашом порисую. Причем это какое-то время длится. Мне прям нравится. Но если нравится стиль, так и работайте в нем. Так вот, я ищу гармонические сочетания в этих неожиданностях, когда льется все и что-то такое получается, какие-то недописанности. И мне хочется это привнести и в масло. И мне нравится в этом вариться, видеть как знак, я не знаю, модель, когда ты пишешь, или какой-то пейзаж, чтобы это было
найдено композиционное сочетание просто масс каких-то пятен, из которых выкладывается, и ты угадываешь там что-то, может, здание какой-то, цветок или там тело человека, но это все как иероглиф. Вот это мне очень, очень интересно. Ну, а на ваш вопрос я, видимо, Игорь, не ответил, что меня раздражает, да? Да ничего меня не раздражает. Раздражает, например, когда человек не умеет рисовать, а говорит, что это у него рисунок, там все замечательный, это шедевры. Вот этого я, конечно, я не могу это смотреть. В Америке как-то зашел в одну галерею. $60 000 стоит работа очень известного художника нашего. Не буду вот специально называть его фамилию, вы его хорошо знаете. Но я увидел, как нарисовано. Это живопись была, обнаженная модель. Я был в шоке, потому что не нарисована рука. Не нарисована, просто вообще не нарисована. И она стоит $60 000, ну, видимо, вот имя, да, сработало. Ну и еще одного вы хорошо знаете, я тоже не буду говорить, который очень говорит, что он шедевры пишет, а рисовать как-то вот не очень научился. Я им всем прощаю, а вот к себе я очень с большим пристрастием и придирчивостью отношусь. Если я где-то ошибаюсь, я ошибаюсь. Но стараюсь не ошибаться и нацелен на то, чтобы не показывать работы, если она слабая по рисунку или не найдено какое-то живописное решение. Чего и вам желаю. Юзер ДТ. Не знаю, что делать. Преподающий художник, но настолько в последнее время выматывает работа, что рисовать для себя или на заказ сил не остается. Уже полгода в паузе. Уместно ли все еще называть себя художником? А что ж неуместно? Даже если в мозгах вы рисуете, не прикасаясь к бумаге, все равно это же творение. Или, например, по улице мы ходим, и все время глаз художника, он по-другому смотрит, выхватывает композиционное решение, у него идет постоянная работа. Ну, все мы хорошо это знаем. Художник он или нет? Конечно, художник, даже если он не рисует. Он же компонует, он все время живет полно, душа его разворачивается и развивается. А потом в преподавании вы же связаны с учениками, у них через вас, благодаря вам, получается, ну, они открывают мир. Это очень сложный момент, который вы затронули. Друзья, включайтесь, что вы скажете. У меня, например, я понимаю, что я тоже преподаватель, да, но просят там классы почаще делать, но я их делаю немного, потому что перво-наперво я художник, и мне интересно писать. И чтобы не умереть как художнику, мне нужно больше работать, чем преподавать. Гораздо больше. Даже когда я преподаю, мастер-класс живой провожу, например, я пишу. Да, я что-то рассказываю, люди смотрят, но я пишу. Это для меня вызов. Это всегда моя задача написать новую работу, написать неожиданно, как я еще не писал. Я об этом много раз говорю. Я бы пожелал вам найти такой баланс между преподаванием и собственным участием в искусстве, живописанием, чтобы вы не чувствовали такую ущербность и упадок. Для этого нужно что-то изменить. По крайней мере, внутри себя произнести, что я хочу. И от этого сформируется, ну, новая жизнь, новая дорога. Шуруков Султан. Вы пользуетесь разбавителем без запаха, чтобы мыть кисти, или же разбавлять краску и наносить на холст? Да, чтобы мыть кисти. И если краска густая, а мне нужно, например, особенно в начале, прокрыть, закладывать отношения, я могу жидко закладывать отношения. Для этого окунаю кисточку в разбавитель, растворитель, потом в краску жиденько и прописываю. То есть это интуитивно, вы практически сами почувствуете, в какой степени этот растворитель нужен, когда вы сделаете замес. Евген Шамрай. Я пробовал исправлять ошибки на ранее написанной работе. Так как новый мазок уже ложится не на тянущий грунт, он блестит и отличается от старого рядом лежащего матового. Как избежать этого? Да не надо ничего избегать, Евгений. Пишите как есть, а потом через какое-то время просто лаком покроете, можно матовым и все. Если краска уже подсохла,
на картине, и вы потом хотите исправить, но можно протереть ее либо домарным лаком, либо пополам с растворителем, либо попробовать просто даже растворителем, ну, на тампон, на ватку, на марлю. Но меня это не заботит, потому что довольно часто исправляю свои работы, там, в течение года или даже нескольких лет, и я просто пишу, а потом приходит время, ну, можно покрыть лаком. Но я даже не покрываю, потому что все нормально, все впитывается, и меня это устраивает. Ну, дело опыта. Попробуйте и с лаком, и без лака. В конце этого видео будет прямая ссылка на ролик 626 «Коммерческая живопись». Я думаю, вам будет интересно. Удачи!